Друзья, всем привет! Сегодня я покажу вам, как приготовить еще один крем для выравнивания тортов. Это ганаш на белом шоколаде. Я очень подробно расскажу о его свойствах, возможностях, причинах трещин, об окрашивании и многое другое. Надеюсь, видео будет для вас полезным. Итак, начнем с ингредиентов. Нам понадобится белый шоколад, сливки и сливочное масло. Важно использовать качественный белый шоколад с максимально хорошим составом. Я работаю на профессиональном шоколаде. Здесь у меня бельгийский шоколад Callebaut Velvet 32%. Он выпускается в таких колетах, что очень удобно. Сливочное масло также нужно максимально качественное и вкусное. Я всегда использую масло 82,5% жирности. И, наконец, сливки. Сливки подойдут 33-35% жирности. Итак, вначале нам нужно нагреть шоколад до вот такого полуразмягчения. Нагревать можно на водяной бане, я же всегда это делаю в микроволновке и обязательно короткими импульсами по 10-15 секунд. Белый шоколад очень легко перегреть, и он может сгореть и свернуться, и, к сожалению, он уже будет непригоден к работе. Параллельно нужно нагреть сливки до появления первого пара, но не кипятить их, это важно. И затем влить горячие сливки в наш полурастопленный шоколад. И далее нужно очень хорошо объединить массы. Сначала я перемешиваю при помощи лопатки, и затем, когда масса становится более жидкой, я начинаю перемешивать с помощью венчика. И перемешиваю до тех пор, пока шоколад полностью не разойдется в сливках, и масса должна получиться вот такой вот. Перед добавлением сливочного масла я проверяю температуру массы. Она не должна быть горячей, должна быть в районе 40 градусов. Если она будет ниже, маслу уже будет сложнее в ней расходиться. Но пока мы растворяем шоколад в сливках, температура массы падает примерно до нужной нам. И теперь добавляем сливочное масло, оно обязательно должно быть размягченное комнатной температуры, то есть за несколько часов до приготовления крема его лучше достать из холодильника и оставить на столе при комнатной температуре. Также перемешиваем сначала массу лопаткой, а затем при помощи венчика. В результате сливочное масло должно полностью разойтись, и ганаш должен стать полностью однородным. И тут мы сталкиваемся с первым его свойством – это его желтизна. Если вы в дальнейшем будете окрашивать ганаш, то желтизна будет препятствовать получению нужного оттенка, и тогда ее нужно нейтрализовать. Также это надо сделать, если вам необходим белый цвет ганаша. Чтобы окрасить ганаш в белый цвет, от общего объема откладываем небольшое его количество и окрашивать будем сухим белым пищевым красителем. Количество красителя будет зависеть от того, насколько белый цвет вы хотите получить. Я добавила примерно пол чайной ложки. Вообще я не любитель выбеливать крем и не стремлюсь к получению идеально белоснежного цвета. Поэтому количество красителя регулируйте сами. Этот краситель не просто расходится в массе. Именно для этого мы отложили небольшую часть, чтобы там полностью краситель разошелся, и потом добавить к общей части. И в идеале вот эту покрашенную часть еще бы пробить блендером, чтобы краситель абсолютно точно разошелся. Но я, к сожалению, об этом забыла. И потом при выравнивании все-таки у меня попадались крупинки не разошедшего красителя. Итак, добавляем окрашенную часть ганаша к общей массе, и на контрасте с белой частью особенно заметно, насколько ганаш желтый. И теперь при помощи лопатки полностью массу перемешиваем. И в самом конце осторожно пробиваем массу блендером. Это поможет достичь еще более однородной эмульсии. Но здесь главное не напускать много воздушных пузырей, потому что они в дальнейшем будут мешать. И все, на этом этапе ганаш готов, но он пока еще жидкий и с ним неудобно работать. Есть два варианта. Первый – это оставить его при комнатной температуре примерно на полчаса и подождать, пока он загустеет. Либо убрать его в холодильник, но нужно будет периодически его доставать и перемешивать, чтобы он охлаждался равномерно. Если оставлять ганаш при комнатной температуре, то его необходимо накрыть пищевой пленкой в контакт с поверхностью. Затем перекладываем ганаш в кондитерский мешок, обратите внимание на его консистенцию, как он загустел, и можно выравнивать торт.
Итак, торт перед выравниванием должен быть очень хорошо охлажден и стабилизирован. Мой торт провел в холодильнике ночь. И еще одно свойство этого ганаша – это то, что он при контакте с холодным тортом начинает быстро схватываться. Но именно этот ганаш, он не становится моментально каменным. Но все равно работать с ним нужно быстро. И чем гуще ганаш, тем быстрее он схватывается. Этот момент важно учитывать. У меня на канале есть видеорецепт по крем-чизу на сливочном масле для выравнивания. Там я очень подробно рассказываю о технике выравнивания, об инвентаре, который нужен. И если вы новичок и вам это важно, то рекомендую вам его посмотреть. Ссылку на это видео я оставлю в описании к этому видео. Но все равно важно учитывать, что вот этот ганаш и крем-чиз это все-таки разные кремы с разными свойствами. Наносить этот ганаш толстым слоем на торт не нужно. Пол-сантиметра примерно вполне будет достаточно. Если после выравнивания спустя время вы заметили появление трещин на поверхности крема, то у этого может быть несколько причин. Первая причина – это недостаток влаги внутри торта, то есть, например, бисквиты суховаты, им не хватает влаги, и они начинают ее тянуть из крема для выравнивания, тем самым крем дает трещины. Следующая причина – это когда влага из крема на покрытии тянется снаружи, то есть, например, вы поставили торт в холодильник, не накрыли его коробкой, также в холодильнике, например, есть функция No Frost, и тогда торт начинает сохнуть внутри холодильника, крем теряет влагу и также дает трещины. Еще одна причина – это мягкая или недостаточно плотная подложка. Ганаш, он застывает таким целым каркасом, и если подложка под тортом хоть немного гнется, ганаш гнуться вместе с тортом не может и дает трещины. Ну и еще одна причина – это слишком тонкий либо слишком толстый слой нанесения ганаша. Итак, я торт выровняла за один круг, охладила его, и теперь посмотрите еще одно свойство этого ганаша. Он дает сухое, прочное, надежное покрытие. Я даже могу оторвать торт от поверхности. Это свойство может пригодиться, например, при сборке многоярусных тортов. И теперь скажу пару слов об окрашивании этого ганаша. Он окрашивается любыми красителями. Здесь у меня один цвет окрашен гелевым водорастворимым красителем, один сухим жирорастворимым и один сухим водорастворимым с добавлением жирорастворимого. Я сделала несколько цветов, у меня не было цели рисовать какой-то рисунок, но такая возможность есть, и я хотела это показать. При нанесении ганаша цветного на застывший ганаш он быстро схватывается и цвета между собой не смешиваются. Это дает большие возможности для реализации различных творческих идей, для создания текстур и для экспериментов. Также важно сказать то, что на этом покрытии хорошо себя чувствует декор, чувствительный к влаге. Например, я клеила на такое покрытие сахарные картинки, никак их не изолировав, и они отлично выдерживали. И последнее, что хочется сказать об этом ганаше, это то, что он очень вкусный. У меня на канале есть видео других кремов для выравнивания. Все они отличаются между собой. И я всегда говорю, что выбор крема для выравнивания зависит от ваших целей. Друзья, у меня на этом все. Я, как всегда, вас всех благодарю за внимание и до новых встреч!